Здравствуйте! Сегодня я приготовлю пшенично-ржаной хлеб на спелом тесте. Рекомендую подписаться на канал и включить уведомления, чтобы первыми получать сообщения о новых видео. Приятного просмотра! Для спелого теста просеянную пшеничную муку высшего или первого сорта соединить с солью и быстродействующими дрожжами, которые можно заменить таким же количеством прессованных. Добавить воду комнатной температуры и перемешать, чтобы не было сухих участков. Подмесить тесто руками до гладкого состояния. Количество дрожжей может варьировать от полуграмма до 3, прессованных от грамма до 10. Исключительно по желанию сделать надрез ножницами. Накрыть миску пленкой и оставить при температуре 20-21 градус на 12-14 часов. За это время тесто значительно вырастет в объеме, станет воздушным, ароматным, но не перебродит из-за большого содержания соли и малого количества дрожжей. Спелое тесто можно хранить в холодильнике после созревания до 3 суток. Ссылку на рецепт пшеничного хлеба на этом тесте оставлю в описании. Воду комнатной температуры соединить с солью и лимонным соком. Кислота в ржаном хлебе нужна для улучшения качества и вкуса. Ржаную муку соединить с водой и перемешать, чтобы не было сухих участков. Лимонный сок можно заменить яблочным или винным уксусом. Добавить все спелое тесто и замесить руками или в комбайне до однородного гладкого состояния. К основному тесту можно добавить 3 грамма быстродействующих дрожжей, что ускорит рост и сократит время брожения. Больше рецептов домашнего хлеба дрожжевого и бездрожжевого можно найти по ссылке в описании. Накрыть миску пленкой и оставить в теплом месте на 2 часа. Тесто хорошо подрастает и на минимальном количестве дрожжей. В этом рецепте я использовала всего лишь 1 грамм. Посыпать поверхность мукой, любой. Перенести тесто, распластать и сложить в заготовку цилиндрической или другой формы. Все зависит от формы вашей кастрюли, в которой будете выпекать. Бумагу для выпечки с антипригарным слоем хорошо смять, чтобы она стала более пластичной и не создавала больших заломов в заготовке. Переложить заготовку. Бумагу с заготовкой перенести в алюминиевую утятницу, тщательно прижать к стенкам, накрыть крышкой и оставить в теплом месте на 60-80 минут. Исключительно по желанию сделать надрезы. Кастрюля для выпечки может быть из керамики или чугуна. Накрыть кастрюлю и поставить в холодную духовку, включить, выставить температуру и выпекать при 240 градусах на среднем уровне без конвекции 50 минут. Снять крышку. Убавить температуру в духовке до 220 градусов и продолжить выпекание еще 10-15 минут. Готовность хлеба проверить постукиванием. Звук похож на постукивание по деревянной шкатулке. Самый лучший вкус формируется у этого хлеба через 10-12 часов после выпечки. По вкусу очень похож на классический столичный. Мякиш упругий и не липкий. Корка тонкая и ароматная. Делитесь этим видео с друзьями, готовьте с удовольствием. С вами была Ирина Подолян на канале Приятного аппетита!